was a struggling comedian. Despite many prizes. Всем привет! Наверняка вы слышали о датчике измерения «Шкала». Если вкратце, то шкала – это средство измерений, представляющее собой упорядоченный ряд пунктов. Но я решил чуть модифицировать свою шкалу, и в ней я буду рассказывать о 3 уровнях сложности – Light, Medium и Hard. В каждом из пунктов мы будем разбирать сначала самые безобидные происшествия, и В конце мы увидим то, что на самом деле сложно объяснить. There's footsteps. Come on, you heard that? No, I didn't hear that. I've got one, I've got one. Communicate with us. Jesus Christ! но, наверное, вы по названию видео уже представляете, что тут будет. Ну что, накрывайтесь пледом, заваривайте себе чаечек, ведь мы начинаем путешествие по самым жутким японским трэш-шоу. Ну чё за херня? Да блин! Капец, вот надо было мне заказать камеру 4К с Алиэкспресса. Работает, родная. Всем снова привет. Да, моя камера чуть села. Вот, надо ее поставить на зарядку. И как раз таки мне нужно сейчас сходить в супермаркет, поэтому запишу это все на эту старенькую камеру. Мне ее вообще друг подарил, сказал, что пригодится мне когда-нибудь. А другу она досталась от его деда. Вот, поэтому такая история. Вот, поэтому продолжим уже в супермаркете. Так, вроде бы пока что чуть-чуть подзарядилась. Не уверен, конечно, что зарядки хватит так много, но давайте начнем первый пункт. Да, лет 5 назад я был большим любителем шоу на выживание и всяких других трэш-шоу. Но в основном я смотрел шоу от российского производства. По типу Форт Боярда, ну и так далее. Но когда я узнал про существование японских шоу, вы понимаете, у меня просто снесло крышу на... Первое японское шоу, которое я посмотрел, было, как ни удивительно, шоу про те самые мыльные лестницы, где люди падали, ломали себе ноги, ребра, но все равно кто-то доходил до конца. Тогда я подумал, что это самое безумное японское шоу. Но как же я ошибался. Шоу Тор. Да, Тор это, не который из Марвела, которая вот это. Шоу Тор представляет собой игру на выживание. Да, это шоу стартовало в 2012 году и было довольно популярным. Практически все японцы одновременно смотрели его в прямом эфире по своим японским телеканалам. Но Тор чем-то отличается от всех шоу на выживание.
Обычно игровые японские шоу предназначены для того, чтобы веселить гостей, ну, зрителей тех же самых. Но шоу Тор отличалось от них всех уровнем. Да, как вы знаете, во всех шоу на выживание есть несколько уровней. В шоу Тор они тоже есть, но один уровень остается очень загадочным. Суть уровня заключается в том, что ты встаешь на специальный стенд, и вокруг тебя начинают ездить такие специальные штуки, которые тебя заматывают, и по итогу ты превращаешься в мумию. Да, наверняка вы видели отрывки из этого уровня в шортсах и так далее. Но чтобы тебя не замотали в мумию, ты должен отвечать на все вопросы правильно в течение 30 секунд. Да, то есть из вас тупо делают мумию, и потом закрывают саркофаг, если вы не успеваете ответить на все вопросы. Но к нему мы еще вернемся, к этому уровню. Следующий уровень это, не помню, как он называется, но вы стоите на платформе, и сзади вас есть как бы стена, и из них такие выдвигаются кубики. Не угадайте, что там происходит? Да, смысл этой игры это устоять на маленькой платформе, чтобы не упасть в глубокую бездну. В основном в этом уровне многие выигрывают, ведь удержаться за кубики не так уж и сложно. Верно? Ну а если все-таки кто-то из участников решит упасть... Да, конечно, он упадет не в бездну, а в обычную дырку, где внизу за черной тенью скрывается маты. Еще там есть уровень, где ты тоже стоишь на платформе, и она начинает наклоняться. То есть ваша задача устоять на этой платформе, и в дальнейшем это испытание состоит из того, что ты должен допрыгнуть до каждого кубика, который там выдвинут, чтобы дойти до самого конца, и, по-моему, там то ли кнопку надо нажать, то ли что. Ну и вернемся к самой мумии. Да, и чтобы вы не задавались вопросами, почему я решил отложить мумию на потом, я прямо сейчас расскажу почему. Многие зрители задавались вопросом, что происходит с человеком после того, как его мумифицируют. Многие выдвигали теории, что люди, участники этого шоу, которые стали жертвами мумифицирования, остаются там до конца своих минут. Но это, конечно же, не так. Потом их просто оттуда, ну, как бы разрезает эту ткань и достают оттуда людей. Если бы. Недавно я наткнулся на одну статью, где участник этого шоу написал, как это было, как его мумифицировали и как он оттуда выбирался. Ну, понятное дело, что его оттуда работники этого шоу дергивали. Но в чем интересно, что участник этого шоу написал, что после того, как он проиграл в этом шоу, и его мумифицировали, его не доставали оттуда на протяжении 30 секунд. То есть, по факту, этого человека просто тупо душили. Это Япония, это просто японские шоу. Иногда вы понимаете, что японские шоу могут доходить до того, что вас тупо будут душить в этом саркофаге. Ну, на самом деле, саркофаг там не настоящий, потому что видно, что это 3D-графика, но все равно под полотном, который закрывает ваш нос и рот, вы практически не можете дышать. И этот участник в статье писал, что он правда начинал задыхаться, и уже его доставали, его чуть ли он не задохнувшись. И да, когда я смотрел оригинальную запись шоу Тор, мне было правда интересно, потому что наблюдать, как люди проходят это испытание, это довольно увлекательно. Тем более все декорации сделаны в стиле египетских времен, да, там как бы это мумия еще говорит. Поэтому я даже рекомендую посмотреть вам это шоу, потому что если вы хотите посмотреть какое-то страшное шоу, то Тор, мне кажется, вам подойдет, потому что оно как бы не очень страшно, но с такими элементами ужасов. Да, и если вам хочется просто посмотреть, как люди страдают. И да, то, что я рассказывала, что просто участников заматывают в мумию и душат там 30 секунд, на самом деле это еще потому, что в дальнейшем в шкале
Вы видите такое? От чего вы потом будете еще это долго вспоминать? Черт. Долбанный пауэрбанк. Я его тоже с Алиэкспресс покупал специально для этой долбанной руки. Итак, уже на этом моменте я должен предупредить всех. Все, у кого неустойчивая психика или они очень впечатлительные люди, то просим выключить мое видео, так как оно может вам навредить. Итак, а сейчас... Я не знаю, что это. Просто посмотрите это. Пипец. Долбанный японский трэш-шоу. Я вообще не понимаю, как их пропускают на всеобщее обозрение в телевидении. Да, конечно, наше шоу по сравнению с японскими цветочки. Итак, а теперь о самом шоу. Как вы могли уже увидеть, что в шоу присутствует несколько девушек, и у каждой девушки на голове прикреплена сочный кусок свинины. Ага, ну, хорошо, прикреплены. Что дальше? А то, что в клетку запускают ящерицу. И это даже не ящерица, это даже не ящер, это долбанный варан. Чтобы вы понимали, варан — это не какая-то безобидная ящерка, которая просто проползет по твоему телу. Варан может убить человека. И да, у варана есть яд, который он выпускает при укусе. Этот яд вырабатывается у него из его же желез. Так вот, если варан укусит свою жертву, то у этой жертвы, как минимум у человека, начнется паралич, шок и потеря сознания. И да, как показано в статистике, 99% людей не выживают после укуса варана. В основном это происходит из-за неправильной оказания первой помощи. А так, есть шанс, что вы выживете. Если вам казались вараны какие-то безобидные большие ящерицы, то это не так. Эти девушки, они просто безумцы. Кто вообще на это согласится? Спросите вы меня. Какой же там приз? Никакой. А какой же стимул у этого шоу? Стимул не сдохнуть. Потому что при укусе варана я вам уже перечислил, что может произойти. Поэтому девушки так и выбегают из этой конуры и бегут куда дальше. И да, у этого шоу только один выпуск, потому что после того, как он вышел на всеобщее обозрение в телевидении, власть решила его заблокировать. Хоть что-то там власть решает в телевидении. И, наверное, меня кто-то спросит: Никита, а почему же это не в самом последнем пункте шкалы? Потому что есть шоу намного страшнее. И оно страшнее именно своей атмосферой, которая нагоняет жуть, и ты как будто сходишь с ума, когда смотришь это шоу. Но название этого шоу... Шоу Насуби. Насуби в переводе означает баклажан. Я вам расскажу сейчас почему. Итак, как проходил выбор игрока в этом шоу? Всех игроков собрали и провели жеребьевку. В итоге победил человек, который
Не помню, как его зовут, у него какое-то сложное японское имя, но из-за его формы головы его прозвали баклажаном. Это обидно. И да, самое обидное, то, что его на протяжении всего шоу называли баклажаном. Баклажан. Но это на самом деле это буллинг от всей команды телешоу. Ну так в общем, этого человека привезли в маленькую квартирку, где было всего лишь 4 стены и маленькая кухонька. И сказали: раздевайся. Да, тупо раздевайся догола. Он, конечно, начал стесняться, типа, ну вы чё, и первые дни прикрывался подушкой. Я вам расскажу. Еды там не было. Да, то есть ты должен был выигрывать еду в каких-то тупых конкурсах. Я так и не понял, в каких, но еду он очень редко ел. Да, в первые 2 недели он вообще не получал еды. И вообще хз, как он выжил, но... Ну так в общем. Всего из предметов во всей этой маленькой квартирке был маленький стол, нерабочий телефон и радио, стопки бумаги, журнал и подушка. И смысл шоу, что когда он проживет целый год в этой квартирке, то он получит 1 миллион йен. Это сейчас на наш курс где-то, по-моему, около 14 тысяч долларов. Ну так вот, день первый. Насуби вообще ничего не понимал, но как-то жил и жил. Что вы понимали, у него даже там развлечений не было. Он просто был отключен от всего мира, от всего внешнего мира. Он не мог ни с кем пообщаться. Только вечером ему надо было менять картриджи в камере. Это тогда еще те годы были, когда картриджи в камере были. И приходил дядька, который быстро собирал эти картриджи и уходил. И да, в начале шоу его предупреждали, то есть... Насуби, мы заснимем все на камеру и потом выставим это в всеобщее обозрение на телевидении. Но если ты захочешь, чтобы мы какие-то фрагменты вырезали, убрали, то ты нам скажешь. Хорошо? Так нихера. Они транслировали всю его жизнь. Прям всю. Как он спит, как он ест, как он... Да. Конечно, понимаете, что вот поэтому это трэш-шоу. Первый месяц Насуби особенно ничего не выиграл, и было из еды у него, по-моему, только пачка желе и все. Во втором же месяце Насуби выиграл рис. Он был очень счастлив рису. Прям очень счастлив. Но было одно но. Этот рис было негде варить. И ему ничего не оставалось, как просто есть сухой рис. В следующем же месяце Насуби выиграл 2 консервные банки спагетти. Сразу же их съел и догадался, что в них нужно варить рис. И, наконец-то, после риса он очень был счастлив. И, да. Единственное, от чего он был счастлив в этой игре, в этом шоу, это от еды. Потому что Насуби практически пытали голодом. Мне, честно говоря, жалко. Итак, спустя несколько месяцев ему удалось выиграть трусы. Наконец-то мы не будем смотреть на его голый баклажан. Но какое было разочарование Насуби, когда эти трусы оказались женские. Он их пытался натянуть на себя, но ничего не получалось. Да. Еще спустя несколько месяцев он выиграл велосипед. Попытался на нем покататься, но понял, что слишком мало места. Поэтому он его не трогал. Потом же через несколько месяцев он выиграл игру. Игру на PlayStation 1. Свершилось, ему не будет так скучно. Нет, ему будет скучно, потому что он выиграл диск от этой игры, а самой PlayStation не было. Поэтому опять обрадовался, а потом сразу разочаровался. Точно не помню, в каком месяце у Насуби все-таки получилось выиграть PlayStation 1, но точно не скажу дату, поэтому пропустим ее. Ну, может, сейчас ставлю отрывок какой-то,
Вот, когда он ее получил. Вот, как он был радостный какой. Но точно я не помню, когда это было. И потом, через месяц, к нему звонят в дверь. Как думаете, кто там? Полиция, правоохранительные органы, или там власть, сам президент приехал ему пожать руку. Это был доставщик еды. Он ему привез рамен. Да, рамен. Он описал все в тонкости и вкусности. Видно было, как у Насуби потекли слюнки, но потом доставщик сказал: «С вас 1700 йен». У Насуби не было ни копейки, поэтому он сказал, что у меня нет денег. Потом доставщик посмотрел на какую-то карточку и сказал: «О, я ошибся адресом, извиняюсь». Как же Насуби был в тот день расстроен. Да. Но уже через месяц его переселили в другую квартиру. Потому что этим шоу начали интересоваться какие-то подпольные лица, и они пытались найти его место проживания. И из-за этого, из-за того, что переживали сценаристы и как бы режиссеры этого шоу, что как бы случится что-то непонятное, то они решили перестраховаться и переселить Насуби в другое абсолютно место. Когда Насуби приехал, его ждала все та же 4-стенная квартирка маленькая, и там он продолжил выживать. Потом и он выиграл палатку, еще всяких много бесполезных штук, ну, может, для него полезно, не знаю. И, наконец-таки, ему опять приехали и завязали глаза. И посадили на лодку. Они плыли долго-долго куда-то, и в итоге они приехали на остров. Первым же делом Насуби побежал пробовать морскую воду. Подумайте, ну, дебил, что ли? Так, она же нельзя ее пробовать. Так он ее побежал пить, потому что практически уже целый год он не ел соль, не ел никакой еды с солью. И он был счастлив. Это, правда, для него было как отдых, как выехать на отдых. Он лежал, отдыхал, думал, что все, жизнь налаживается. Но потом ему приехали и сказали, что пока он здесь отдыхает, за него никто деньги там в квартире не получает. И поэтому его деньги сгорают. И поэтому ему пришлось вернуться опять в 4-комнатную квартирку. Итак, наконец-таки день X. Прошел ровно год с начала шоу, и к Насуби приехали, чтобы обрадовать его. Да, привезли там деньги, все. Короче, мне это шоу напоминает как шоу Мистера Биста, ну, которое видео, типа он там выживает в студии в одиночестве. Но на этом шоу не заканчивается. Шоу продолжается. У шоу были такие рейтинги, что режиссерам не захотелось его заканчивать. И также транслировать всю жизнь Насуби в прямом эфире. Это шоу мне чем-то напоминает еще шоу Трумана, когда тоже он думал, что он живет обычной жизнью, но на самом деле за ним следили 1000 камер, его транслировали там на отдельном канале, и все, где он жил, это было всего лишь киностудией. И да, его опять отвезли какие-то люди и привезли его опять в очередную квартиру. И он, когда открыл глаза, он не поверил, типа, что? И ему опять сказали: раздевайся. Насуби уже обрадовался, что все, это все закончилось, он заживет опять обычной жизнью. Он опять в этой чертовой квартирке. Ну, и это было в Южной Корее. Да, его привезли в Южную Корею. И в этот раз полгода он там жил со стимулом, что он набирал денег на билет на самолет обратно в Токио. Сначала ему поставили уговор, что ты набираешь билет на эконом-класс. Потом, уже когда набралась сумма на эконом-класс, его повесили до бизнес-класса. Когда набралась сумма уже на бизнес-класс, режиссеры решили повысить сумму до 1 класса. Хорошо, сумма для 1 класса набралась.
Его привезли опять с завязанными глазами в другое место, и на этом шоу, слава богу, не заканчивается, потому что его опять привезли в чертову коробку. Ну, также там называются такие эти дома. И ему также сказали: раздевайся. Он уже как бы начал раздеваться и уже все. Думает, это никогда не закончится. Но вдруг это все оказывается обычной просто коробкой, которую его посадили. Он подумал, что это опять квартира, но нет. Это все было в огромном стадионе. Ну, не таком огромном стадионе, но все равно за ним наблюдала публика. И когда эти коробки раскрылись, и как бы это был сюрприз, как будто коробка-сюрприз, то все начали ему хлопать, а он ничего не понимает и сидит голый. Короче, кринж полный, позорище. Ну, это шоу на... И да, на этом шоу заканчивается. Шоу было насуби. Оно транслировалось на протяжении 1,5 года по японскому телевидению. Его смотрели в одно время 17 миллионов япошек. Николай бы им позавидовал с таким онлайном. И да, мне на самом деле было очень интересно смотреть 5-часовую версию этого как бы телешоу, как насуби выживает в этом аду. Да, меня затянуло там где-то на час. Там. Было интересно наблюдать за каким-то фриком, который просто сидит и сходит с ума. Да, Насуби потом давал интервью и рассказывал, что после шоу его психика очень поломалась. Ему было дискомфортно носить одежду. Он еще где-то год восстанавливался и привыкал опять к одежде. Вы спросите, наверное, ну это же $10 000. Но как бы тогда был, понятно, у Японии кризис, но все равно. Какие еще были цели у Насуби? Так вот, я вам расскажу. Насуби начинающий комик, и ему была необходима раскрутка для дальнейшей популярности. И он соглашался практически на все шоу. И вот ему приходит заявка: не хотите поучаствовать в нашем шоу? Конечно! Он поучаствовал, ну, стал популярным, но только психика после этого... Все, таковы наши реалии. Ну, а мой вердикт, ну, что Насуби, он просто как ребенок повелся на это все. Я понимаю, что у Насуби было нестабильно все с деньгами, и, можно сказать, он бедствовал. Поэтому он согласился на это шоу. Ну, не только из-за денег, еще чтобы стать популярным. И да, когда в 2020 году был карантин из-за коронавируса, то Насуби всех морально поддерживал и рассказывал, как он сам через это все прошел. Поэтому с Насуби сейчас все хорошо, он живет полноценной жизнью, даже, по-моему, у него ребенок есть и жена. Ну вот, и такая у него была история. И такое было шоу. Ну что, как вам выпуск? Да, я понимаю, этот выпуск, он чем-то похож на выпуски про рандонавтику, но я решил, что рандонавтика — это разговаривать об одном и том же, это как-то уже наскучит. И у нас еще очень много тем, которые можно разобрать, и которые у меня уже записаны в моих заметках. Поэтому смотрите нормальное шоу, где человек не будет жрать таракана, чтобы получить $100. Потому что это уже не шоу, это, какое-то пытание. Мне кажется, вам это не надо. Верно?